Всем привет! Сегодня я в видео расскажу, как правильно выставлять бои на глобальной карте, где это делается, как это делается, и вообще полезно будет посмотреть, и даже интересно будет посмотреть обычным игрокам, как это все выглядит со стороны командира. Ну, в первую очередь, когда вы заходите на сайт, как выставлять, когда вы заходите на сайт, вот видите вверху надпись «Кланы», вот нажимаете рядом стрелочку, выпадает вот такой список, и вот второе снизу написано «Глобальная карта», нажимаете. И выпадает ваша глобальная карта, и по сути у вас есть, она вот так вот выглядит. Вот так вот она изначально выглядит. По сути у вас есть два варианта проставления боев на глобальной карте. Первый вариант это такой творческий, начального уровня. Это вы просто-напросто берете, вот видите, выбираете фронт, нажимаете выбрать фронт. Выпадает три у нас фронта: базовый, продвинутый. Вот выбираем базовый фронт, выбрать фронт, опять выбирайте время, которое вам подходит. Если вы уже определились там с праймом, который у вас по прайму идет, вот 20:00, допустим, не, давайте 19:00, перейти. Это такой творческий путь. Вот выпадают ваши карты, вашей провинции. Вы можете, вот когда вы нажимаете, держите мышку, можете перемещать или скроллом приближать, или отдалять карты. И вот на любой карте, которая вам интересна. Но это долгий путь, я сразу вам говорю. Я сейчас покажу более быстрый. Вот, например, Кемерово. Нажимаете на Кемерово. Вот она выпадает. И вот зеленая стрелочка. Нажимаете на эту стрелочку. Опять-таки открывается вот такой турнирная таблица, где вы можете посмотреть противников и вот нажать подать заявку. Если 16 мест свободно, 3 сейчас занято. Все, если все свободно, вот свободно есть, подать заявку. Если нет, то тут, если уже подали, тут вы не нажмете. Все, это долгий и такой творческий путь. Следующий, самый быстрый, и всем советую им пользоваться, это вот видите лупа, вот провинция, глобальная карта. Нажимаете вот слева, видите, вот нажимаете ее, выпадает вот такой вот список. Здесь вы можете вот очистить параметры поиска, можете нажать сразу, если вы уже что-то клацали, если нет, то начать новый поиск. Нажимаете, опять же выбираете фронт, базовый, продвинутый, элитный. Выбирайте базовый. Время начала боев. Здесь то же самое повторяем, на какой у вас prime time, в какое время у вас больше всего игроков собирается. 19:00 выставляем. Можете выставить еще и на 20:00, 19:20, например. Ну, мы сначала пока 19. Видите, можно две галочки поставить. Игровые карты. Тут тоже вы нажимаем на эту звездочку, выбираете карту, на которую вы более всего лучше играете. Прохоровка, Малиновка, например, Прохоровка, давайте. Выбираем Прохоровка. Все, и сервер. Тут я рекомендую вам сервер оставлять один, потому что дальше расскажу почему. Все, найти провинции. Нажимаю найти провинции, крутится звездочка и выпадают все ваши провинции, которые здесь есть. Как мы видим, я не знаю почему, в этом сезоне сделали, в прошлом сезоне было 32, в этом что-то сделали пока 16, не знаю, с чем это связано. Наверное, там игроков мало играет. 16. То есть по 16 кланов может только выставляться на такую провинцию. Вот, все выпало. Видите, 19, 19:15, 19:00. Если 16 стоит, уже все это занято. И вот она черная, вы сюда не зайдете. 19:15, вот смотрите, да? И так просмотрели, что есть открыто, что пока доступно. И ставите вот 19:15. Вообще, смотрите, тут нужно понимать, как у вас играть. Одна рота играет, две. Если одна играет рота, то как мы делаем? Мы делаем обычно, вот смотрите, на 19:00 выставляем. Оп, нажимаете подать заявку, подали заявку. И на 19:15
Вот заявка на участие в турнире принята. Все, закрываем. Время начала боев 19:00. Закрыть. И 19:15 мы ставим. 19:15. Вот почему я говорю важен сервер, потому что чтобы вам не пришлось перепрыгивать туда-сюда с сервера на сервер всей вашей команды. Бывает заминка, тут вам нужно буквально там минуты 2 до окончания боя завершить бой в любом. Все, подаем заявку. Сейчас я вам расскажу дальше. Все, мы 2 заявки подали, 19:00 и 19:15. Вот они, видите, галочки стоят. И вам нужно, понимаете, не до конца боя играть, потому что этот бой длится там буквально тютелька в тютельку. Вам нужно минуты за 2 выйти из боя, чтобы успеть зайти на следующий бой. Ну, примерно это так и делается, потому что, чтобы по максимуму больше боев сыграть. И следующие бои, тут уже тяжелее будет определиться, можно ставить на 20, все в зависимости от скилла вашего клана. Если вы тащите, вот прям тащите бои до последнего, то тогда промежуток ставьте там 2 часа, где-то так. Вот 19:00 поставили, следующие ставьте 20, 21 и 21:15. Где-то вот так вот, чтобы было. Чтобы более-менее... И то бывают накладки. Если идет накладка, то бывает успеваешь зайти, выставить технику, а бывает не успеваешь, тогда получаешь штраф. Это 10% от очков. Все, мы выставили. Вот выставили. И здесь после расчета хода, вот оно, видите, сейчас уже, например, 3. Вот вы когда вышли, вот смотрите, вот тут у вас загорится, ну, это командира, вот бои, которые будете играть сегодня. Время стоит 20:15, 19:00, 19:15. Так, все, надеюсь, видео вам пригодится и станет полезным. Увидимся.